Друзья, всем огромный мальдивский теплый привет. У нас новый день, новый видос. Начинается отсюда. Мы пришли сюда на маленькую мини-косу погулять, пофоткаться, поделать фотки. Смотрите, какая сегодня хорошая погода. Небольшие тучки бывают, и цвет воды, конечно, сегодня потрясающий. Сзади у нас Ocean Villa. У нас, кстати, появилась идея один денек снять туда, пожить там, узнаем, сколько стоит, и попробуем туда переехать. Ну, естественно, когда там будем жить, то ходит ресторан, у них свой ресторан отдельный. Там вот находится Sunset. Что, займы? Когда вы будете легко, вас, по-моему, укусит ядовитая рыба. Не, Поль, тут мало ядовитых рыб. Но бывают такие рыбы, знаете, с большими зубами. Вон, смотри, Поль, рыбка плывет. Смотрите, это маленький акуленок, что ли? Акула маленькая, смотрите, вот нам попалась. Вот так вот ходишь, гуляешь и приплывает маленькие акулки. Ну, совсем крошечные были. Здесь такие качели, на которых можно сделать потрясающие фотографии. Смотрите, вот она, эта акулка. Так, и манит нас, и манит. Вон, пошла. Так, да, если это у нас новое видео, то надо сказать про отель. Отель у нас Адаран Селект, или резорт, можно сказать. Фуд, Хуран, Уши. У нас уже третий день полноценный. И вот сегодня, вчера была хорошая погода в первый план дня, потом опять пошел дождь. Но вот сегодня уже хорошая погодка. Сейчас у нас, можно считать, декабрь месяц уже. Первые числа декабря, конец ноября мы прилетели. Ну вот считайте, начало сезона в Мальдивах. Но сейчас я говорю, сезон так сбился, что бывает и летом всего лишь за неделю отдыха у людей бывает один дождь. Бывает, что зимой, вот как у нас сейчас получилось, наоборот, больше дождей. Хотя здесь, ну, как бы обратный сезон. То есть зимой тут сезон. Летом считается не сезон. Ну, сейчас все поменялся, весь климат поменялся. И я вот иду и потихоньку за акулой охочусь вон туда, где кораллы поплыла. Видите, здесь песок, здесь кораллы уже вот в ту сторону, где Ocean Villa. А вот в ту сторону там вообще не кораллы, там водоросли. Как вам краски, как красота? Пишите, жмите паузу, как всегда. Поддерживайте видос лайками, комментариями, вопросы свои задавайте. Стараюсь на все отвечать лично. И лайками. Смотрите, я тут сейчас пытаюсь майку на себя накинуть. Вчера не помазался. Где-то, не знаю, час я провел на солнце без майки, не помазанной. Утром я думал, что после Кубы, там, после Турции у меня уже кожа адаптированная. Я сгорел так, что я сегодня просто не мог спать на спине. То есть просто щипал лопатки. Это, видимо, когда я плавал в море с маской. В течение этого всего часто. То есть и на улице, ну как бы и на суше был, и плавал. И, видимо, сгорел. Представляете, как это сильное солнце. То есть говорят, что даже полтинники эти крем не помогает. Поэтому берите с собой вот такую польку, вот такие штуки обязательно. И в них плавайте, и коралл. Вот, и я вот жалею, что то, что не купил. Здесь раскрою. Вот под майкой прячусь, еще взяли хлеб с собой. Хотели покормить рыбу. Акула сказала, что ей по барабану наш хлеб с сыром. Вчера они очень круто ели курицу. Их всех кормили тунцом. Мы принесли курицу, и они просто как налетели, как сумасшедшие. Смотрите, какой здесь красивый цвет воды. Вот так вот здесь уже глубина. Такой бирюзовый цвет. С какого угла не посмотришь, отовсюду разные цвета, и их все время хочется снимать. Но я вот сейчас на самом деле в спину прячу, а про лицо я забыл, я не помазался опять. Я чувствую, сейчас лицо мое сгорит еще хуже, чем спина. Смотрите, какая красота вообще. Сколько оттенков
бирюзового. Вообще, по-моему, все цвета собрались. Классно, да? Так, смотрите, хочу про номер еще рассказать. Выбирается каждый день, не вполне каждый день. Смотрите, как нам сегодня украсили Полькину кровать. Что там, Поль? Это не таракан, это муравьишки, маленькие-маленькие. Принесли. На цветочках залететь, смотрите, как Польки украсили, игрушки расставили, и все. Обязательно оставлять чаевые, хотя бы по $1. Мы стараемся оставлять. И на завтрак, на обед, на ужин тоже брать. Так, и по поводу безопасности. Смотрите, я свои ноутбуки здесь, и телефоны, все оставляю, никаких проблем нету. Деньги вообще в рюкзаке, то есть сейфом мы даже не пользуемся. Но если вы переживаете, убирайте сейф, чтобы не переживать. Смотрите, как тут причесывают пляжи. Реально он прям причесан вот так вот. Травку собирают. И все. Ну, водоросли, я имею в виду. Так вот чистят. Я вам все время подснимал этот бассейн на пролет, но про него ничего не рассказывал. Сейчас была погодка нелетная. Смотрите, здесь двухуровневый бассейн, прям возле бара. Я так понимаю, что здесь можно вот так подплыть, вот прямо вот туда, и заказать себе что-нибудь выпить. Вот это моя мечта. На самом деле, в Египте как-то были, там вот такие бассейны распространены очень. То есть ты подплываешь, у тебя прямо бар такой, знаете, круговой стойки. Здесь такая же штука реализована. Вот это вот. Очень прикольно. Ну, то есть два уровня. Раз, два бассейна. Там 0,6 метра, 60 сантиметров для деток. Здесь у нас, ну, там не вижу, наверное, метр 40, метр 50 стандарт, наверное, какой-то. 1 метр здесь написано, хотя там поглубже. Там есть впадина. Вот здесь вижу, по-моему, да, такой наклон. И там метр 40, наверное. Впадина Марианская. Шезлонги по кругу, ну их много свободных, потому что все предпочитают в основном океан, а не бассейн. Сегодня на обед у нас супчик том-ям, всегда хотел попробовать. Полноценный обед я вам вчера показывал. Конечно, супчик самый обалденный, с лепешечками вот с этими. Нан, очень вкусно, прям вообще, за ним прям очередь. Смотрите, салатец такой заприметил. Арбуз с лучком и соус. Так, а еще смотрите, я узнал, что здесь есть свежевыжатый сок. Арбузный, ананасовый и апельсиновый. Что и мы раньше что-то не знали. На самом деле прям реально очень вкусный фреш. И арбузный, и ананасовый, и апельсиновый. Прям фреш-фрешем. Так что заказывайте, это, кстати, бесплатно. Официанту говорите, он вам приносит. Так что лайфхак от меня. Так, а мы с вами отправляемся на другую сторону острова. Наконец-то хорошая погода. Сколько раз мы здесь не были, все время была плохая погода. Нас сколько не посещает сюда, не покидает идеи тряхнуть кокосика чуть-чуть. Давай, я сейчас попробую тряхнуть. Оля, ты куда сама-то? Главное, если трясти, то горизонтальную пальму, а не вертикальную, чтобы на голову не упало. И с такой пальмой это нереально сделать. Не то, что трясти ее, она как вкопанная стоит. Пойдем, зай. Мне только залезать, наверное, надо. Смотрите, когда было в первых видео все серое, хмурое здесь, когда не было солнышка, как сейчас все красиво. Что, зайка моя? Надо трясти. Надо зарезать и мачете рубить, зай.
На самом деле здесь кокосов просто миллионы. Почему они по $5 продают на этих барах? Непонятно. Взяли бы по $1 или бесплатно. Было бы интересно. А здесь шезлонги тоже, зонтики. Но купаться тут нельзя, National Swimming. Только для серфинга. Сколько там крабов, вы не поверите. Сейчас я попробую быстренько подойти. Поля, иди скорее сюда, смотри, сколько раков этих крабов. Обалдеть, смотри, сейчас они разбегаться будут. Бежим, 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 бежим. Ну не успей, того поймаю. Ой, а здесь скользко. Поля, здесь скользко, не подходи. О, прикольно, да? Разбежались в расцепную. Смотрите, как тут красиво, да? Хорошая погода. Да, солнце делает свое дело. Сейчас вот в такую погоду здесь просто вообще красота. И тут, кстати, дымку. Вон тучка висит все-таки. Когда солнечно, немножко по-другому. Как вам кадры с дрона? Полетал все? Немного, но я буду еще летать. Еще снимать. Я когда летал, мне показалось, что нет вот этой голубизны, этой бирюзы много. Жанна говорит, что когда я летал, была тучка небольшая. Вот, из-за этого тоже цвет. Здесь прям вот если тучка, один цвет океана. Если чистое солнце, совершенно другой цвет океана. Вот, я там под пальмой сидел, небо особо не видно было, поэтому, видимо, немножко дымку было. Напишите, как вам кадры. Вот и наши гарден виллы. Ну, я их уже показывал, я стараюсь не повторяться, но все-таки хочется в солнечную погоду вам походить поснимать, потому что здесь, конечно, краски. Но это просто небо-земля. Вспомните, как мы здесь ходили в первом видео, да? Как все угрюмо было. А с солнышком здесь просто пляж совершенно другой, как будто другое место. Тут серферов нету, ни одного серфера не видать. И вот здесь на спуске там тоже крабы тусуются, но там было больше. Да, сегодня волна маленькая, поэтому никого нету. А это здесь есть. И вот такие лежаки большие, даже не лежаки, а лежанки. Лежанки. Столы. А, да, и лежаки есть, кстати. Лежаки, столы. Где хочешь, там ложись. Полька нашла свое местечко. Завалиться и отдохнуть. Вот так вот развалился и лежишь, балдеешь. Но главное на солнце очень аккуратно. Мы что-то прям все сгораем. Незаметно так для себя. Красная. Да, хоть ноги краснющие. Так, ну здесь как бы преимущество не только серф-станции, скажем так, вот это местечко, где можно полюбоваться океаном. Здесь еще есть бар. И в этом баре пицца. Да. Lohis Wave Pizzas. Смотрите, здесь разные виды пиццы выписывают вам. Вы подходите, выбираете, заказываете. Чай, кофе тоже все есть. И лимонад. Во всех барах он так стоит. Кола, фанта, спрайт. Вот, из напитков то же самое. Смотрите, Black Label, Vat 69, такие попроще виски, водка Немиров, Бакарди. Ну, то есть, я думаю, здесь есть то же самое, что и везде, во всех барах. И еще есть такой аппарат с кофемашиной. Сделать себе кофеек, ну и разные виды сока. Ну, а также, кто хочет поподробнее узнать, что за пицца, то есть, здесь есть меню. И пицца со всеми названиями, расшифровкой, что там входит, какие ингредиенты. Значит, что ставьте на паузу, разглядывайте. Ну, и вот на меню алкогольное, то есть, тоже все есть. Как и во всех других барах, если вдруг кто не смотрел. То, что я перечислил, и плюс там еще любые коктейльчики, вот здесь все есть. Коктейль, кстати, очень вкусный, очень хорошо все делает. В общем, вы все заказываете, пиццу, напиточки, садитесь, и вам все приносит. Хотите сюда, хотите за стол в баре, хотите вот туда, вот где я договаривался по поводу уроков на серфинг. Лежишь так, лежишь, спасибо. И тебе приносят пиццечку, напитки. Мы взяли с курицей пиццу. Сервис, конечно, здесь очень классный, учитывая, что это 4 звезды, это один из бюджетных отелей Мальдив. То есть для Мальдив это считается такой бюджетный отель. Посмотрите, какая аппетитная пицца. Да, вкусная.
blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that Ну, давайте немного кадров вам подзакатит. Так, вот сейчас тут фоточки делаем. Некоторые, может быть, даже на обложку пойдут. Но закат тут такой, видите, закат. Он уже там. И часть облаков перекрывал нам закат. Так, ну а мы сейчас с нашего острова отправляемся вон на тот остров. Сейчас мы загрузимся в лодку и вперед на соседний остров. Welcome to соседний остров. Вот так вот мы. Огоньки здесь жгут. Так вот нас встречают. Welcome drink. Hello. Thank you. Как красиво все. На самом деле очень атмосферно. Оль, сердечки, да? О, смотри, можно прилечь, отдохнуть на кроватке. Так, здесь сердечки, здесь вкусняшки все. Сейчас пойдем сначала столик займем. Так, уже закреплен столик. Такое удовольствие на двоих стоит 100 с чем-то долларов. Стоит 200, 116. Будем вот здесь кушать. Здесь можно и вот так вот на пирсе присесть. И в углу живая музыка, саксофон здесь. Называют это саксофон. У нас что будет прямо под сердцем. Вот так. Так, а давайте, пока народ нет, мы начнем наше операторское мастерство. Здесь у нас дыня. Это у нас пирожные. Арбуз, что у нас тут еще пирожные, ананас, еще пирожные, тортики. Да, еще ананас, еще вот этот фрукт, я все время забываю, нет, как его зовут, все время забываю. Фруктовый салат. Хотя очень простое название, но почему-то именно оно у меня всегда вылетает из головы. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, вот, смотрите, здесь уже картошечка. О, как пахнет. Видно вам, нет? Картошка, овощи. Да, здесь у нас макароны. Жареные с чем-то. Да, здесь у нас макароны и рис. Так вот, hello. О, как мы с вами, да, дома, пока никого не все поснимаем. Это куриный крем-супчик в таком котелке. Масло можно прибрать. Здесь булки, хлеб. Вот здесь еще закуски, мясная нарезка. Это, по-моему, тунец сырой, мне кажется, суши. Морковка. Да, соленый огурец. Есть салаты еще, в общем, разные. Так, это что-то типа этой редьки их местной, или же это свекла, морковка, еще салат и еще соус. А что за? Это какая-то смесь вкусная. Вот с другой стороны у нас жарят на гриле. Пойдем посмотрим, что здесь. Здесь картошечка фри жарится, что-то еще будет. Hello. О, смотрите, кукурузу жарят. Это вот я люблю жареный ананас. Кстати, очень вкусно, очень классно получается. Так, вот это у нас морепродукты жарятся. Здесь у нас краб. Покажу. Вот здесь крабы. Да. О, смотрите, лобстеры. Сегодня будут лобстеры подавать. Да, вот так вот жарить лобстер, креветки, шашлычки там. Набор. Здесь у нас мясо, стейки жарится. Вот так вот. А здесь что-то еще сейчас будет, пока там ничего нет. Пойдем, Зай. Вот так все это выглядит. Обзорного. Вот. Но это, возможно, еще не все. Возможно, что-то еще будет. Я вам снимаю. А здесь Да. можно попрыгать. Попрыгать на сердечках. Бар есть, естественно, напитки. Включены. Бутылка вина нам включена на стол. Ну, еще остальные напитки все будут здесь. Вот так. Все можно взять и крепкие, и легкие. И вот еще какие-то штучки. Сладкие закусочки. Ольгу уже угостили этими вкусными штучками. Спасибо, very much. Кексик такой. Thank you so much. Так, ну что, мы так сидим,
играет музыка, приятно все. А смотрите, когда бронируете, то есть вам на выбор, ну, говорят, что он поставит на стол бутылку там вина красного, белого или шампанского. Выбрали шампанское, ну и также в бар подходите, берете точно такое шампанское, даже подходить не надо, официант его приносит. И вот лобстеры вот эти, креветки, это все unlimited, да, то есть подходите, берете сколько хотите, можете просто есть хоть одни лобстеры, хоть одни креветки, которые я очень люблю, все очень вкусно, баранина, мясо, все поел, вообще стейки просто безумно вкусные. Ну, этих крабов я вам показывал, вот рыбку еще есть, разделывают, вот так, есть пересвет такой идет, подогревающей лампой, надо вот к ним близко снимать. Вот ананасы, все очень вкусно. То есть, ну, нет никакой толкучки, так подходишь, берешь, всем все хватает. Ну, романтичная обстановочка такая. Посмотрим, что будет дальше здесь происходить. Вроде как и дискотека должна быть. А шампанское здесь, между прочим, испанское. И у нас, по-моему, кстати, тоже что-то такое. На основном острое. Дети набрали огромное количество этих раков. И устроили здесь соревнования, чертили круги. Участвует весь персонал. Сделают ставки на крабов, на раков. Поль, ты на кого ставил, Поль? Они все бегут в разные стороны, причем. А вот и наш победитель. Самый крупный рак-отшельник в этом районе. Смотрите, сколько дети набрали этих раков, отшельников, как я их называю. Или рапаны, как их правильно. Кто знает, как их называют. Стаканчики. Гонку устраивать. Гонки. Нет, конечно. Так, скоро, наверное, будем отправляться уже обратно. Ну, по-честному, все очень вкусно, все очень классно. И когда саксофон играет, все здорово. Но единственное, могли бы какую-нибудь программу повеселее придумать, потому что сейчас видишь, уже скучновато, и народ потихоньку начинает уезжать обратно к нам на остров. Но стоит того или нет, ну я думаю, что стоит. На остров перебраться на другое, какое-то разнообразие, плюс такой релакс, ну, такая атмосфера своя. Там и получается сколько у нас, 100 с чем-то долларов на двоих, дети бесплатно. И получается, что ну такую цену нормально приемлем. Мы уже вернулись на остров. Вот здесь живая музыка. Пока что не хотим танцев. Коля, а что ты хочешь сказать, Коль? Плюс фанта. Это что значит?